Хорошо, давайте посмотрим, что, по вашему мнению, является самым сильным аргументом в пользу существования Бога? Сильным для кого? Это важный вопрос. Если кто-то приходит ко мне с разбитым сердцем, потому что только что потерял родственника из-за болезни, нет смысла говорить: «Дорогой мой, просто посмотри на тонкую настройку природы». Я имею в виду это серьезно. Один атеист, профессор философии в Оксфорде, попросил меня выступить перед своими студентами, которые, как он мне сказал, все такие же атеисты, как и он. И он сказал, что мы собираемся поджарить вас, но я надеюсь, что вы будете использовать свой самый сильный аргумент. На что я ответил, что если вы знаете, какой из моих самых сильных аргументов хорош, то лучше дайте его мне. Итак, он сказал, что если когда-нибудь стану христианином, то аргумент, который убедит меня больше всего, это тонкая настройка. Он силен для некоторых людей, другим людям нет до него никакого дела. Они не заинтересованы в нем. Они не понимают его могущества в его силе. Отлично. Людям нужны самые разные аргументы. Некоторым нужны интеллектуальные аргументы, потому что их беспокоит что-то, чего они не понимают. Им нужны факты. Например, кто-то беспокоится о существовании Иисуса, что решается очень просто. Достаточно прочитать немного древней истории. Другие люди обеспокоены, потому что они погружены в различные аспекты проблемы зла и боли. И вы не справитесь с этим, обсуждая Бытие 1. Я имею в виду, что весьма серьезно. Один из вопросов здесь, который я мог бы с таким же успехом рассмотреть по ходу нашего разговора, это самый сложный аргумент, с которым вы сталкиваетесь. Хорошо, ответ на это очевидно. Это проблема зла и боли. Это самый сложный вопрос, с которым сталкивается любой из нас. И нам нужно подумать об этом. Потому что если нам нечего сказать об этом, мы так же плохи, как и атеисты. Им по определению нечего сказать. Потому что атеист — это безнадежная философия по определению. Нет окончательной надежды. И поэтому Библия говорит об этом. В основе нашего христианства лежит не набор физических законов, а крест. И он отвечает на большой вопрос. Он говорит нам, по крайней мере, о том, что Бог не оставался далеким от проблемы страдания, но сам стал ее частью. Это совсем другой вид ответа, чем аргументы природы или философии науки. Так что есть множество вещей, которые зависят от того, кто задает вопрос, и нам нужно проявлять чуткость. Иногда, очень часто я вижу, что вы не отвечаете на вопрос. Или пытаетесь выяснить, откуда они пришли, что у них болит, в чем проблема. Я никогда не забуду, как впервые услышал об этом в Кембридже, в колледже, за ужином. Они, конечно, провоцировали меня, потому что им нравилось высмеивать мое ирландское христианство. И однажды вечером один парень, он был большим парнем, насколько я помню, и один христианин попросил меня объяснить, почему я верю в воскресенье. Я старался говорить потише, но, конечно, чем громче я говорил, тем тише становилось за столом. И вдруг один студент ударил по столу так, что все ложки и вилки подскочили. И он сказал, что это самая абсурдная чушь, которую я когда-либо слышал. Как вы можете верить в эту чушь? Я повернулся и сказал: «Ну хорошо, я скажу, что ты очень сильно переживаешь по этому поводу». Он сказал, что да. Я спросил: «Скажи, что ты думаешь о доказательствах Павла, когда ты их читал?» Он сказал: «Что?» Я сказал: «Хорошо, я предполагаю, что вы сильно переживаете, потому что у вас есть доказательная база. Ну, Павел говорил об этом». Я сказал: «Заходи на кофе». И полчаса спустя он сказал мне: «Вы знаете, мои родители запихнули мне это в глотку. И я не хочу этого». Теперь я сказал, что это первая честная вещь, которую ты сказал мне сегодня вечером. Через полчаса он стал христианином. И он служит Господу последние 50 лет. Вы видите? Я дошел до реальной проблемы. Его гнев был вспышкой против его родителей, которая не имела ничего общего с интеллектуальными аргументами. Поэтому я пытаюсь помочь вам увидеть, что этот вопрос не имеет одного аргумента.